Друзья, безумно рад приветствовать вас на YouTube-канале IT-советник. Меня зовут Советник Роман, ну и тут мы смотрим всякие разные гаджеты, там мобильные телефоны, наушники, фитнес-трекеры, в общем, все самое такое интересное. Сегодня, смотрите, мне на тест попали наушники. Это аналог AirPods, китайский аналог, самый дешевый аналог. Самый дешевый, по крайней мере, который есть у меня, возможно, даже невозможно, а есть дешевле. Но эти наушники, они более-менее похожи хотя бы на AirPods, у них такая же, в принципе, форма. Ну и, в общем, вот они. Какие это наушники? Это наушники LF-i11. Звучит вроде как что-то серьезное, грандиозное i11. То есть у меня, например, есть обзор на канале на i12, которые довольно-таки неплохие. Есть вот i11. По идее, они должны быть не намного хуже, чем i12. Но я их уже послушал, и, честно говоря, мне кажется, что эти наушники могли бы быть и лучше за свои деньги. Есть еще i7. Но честно, я даже боюсь представить, что такое i7, если i11, ну такое себе, честно говоря. Давайте же их сравним с оригинальными AirPods и посмотрим вообще, на что они способны и что от них стоит ожидать за их деньги. У меня есть AirPods, сейчас, в коробочке все как полагается, и смотрите. Открываем оригинал, достаем. Так. Вот, собственно, оригинальные наушники. Будем сравнивать с ними и смотреть вообще, посмотрим внешние отличия вот этих LF-i11, также послушаем звук, ну и посмотрим, как они коннектятся к телефону. Открываем коробочку и видим, что, ну, естественно, коробка очень сильно отличается от оригинальных, но кейс вот тоже как бы беленький. Посмотрим на... Что мы видим? Кейс действительно отличается очень сильно, ну, даже бросается это в глаза очень-очень сильно, потому что вот это вот отверстие под палец, оно совершенно другое. Отверстие под светодиод нет. Форма в принципе похожа, но он LF-i11 немножко больше. Сзади, если посмотреть, кнопки нет, железного вот этого замочка тоже нет. Ну и здесь, собственно, micro-USB кабель, а не Lightning. То есть кейс, ну, отличается достаточно сильно, и это заметно. Давайте посмотрим, какой здесь магнит. О, а здесь магнита нет, здесь просто крышка, которая защелкивается. Собственно, вы слышите звук в оригинале, и вы слышите звук. Вот, вам еще оригинал, давайте так. И вот вам LF-i11. Ну, как бы разница есть. Давайте достанем сами наушники и послушаем их. Здесь магнита нет. Они просто туда запихиваются и как-то там держатся за счет, я не знаю, по-моему, механических каких-то частей. Здесь есть зеленый и красный светодиод. Кнопка включения-выключения. Ее даже без фокуса видно. Смотрите, теперь я достану оригинал, и мы с вами посмотрим внешне. То есть LF-i11 внешне намного больше. Они толще, макаронина какая-то огромная. Куда-то кнопка включения-выключения. Но вы посмотрите просто разницу. Ну, вот на черном фоне, смотрите. Так, сейчас развернем. Вот. Ну, разница огромная, я считаю. Есть. И давайте посмотрим, как оно смотрится в ухе. Оригинал. И LF-i11. Ну, огромные. Вот смотрите, я сейчас запихну правое в ухо. Вот, то есть, если оригинал в принципе почти особо незаметно, то LF-i11 прям вообще такая гарнитура торчит.
У меня ухо аж немножко влево косит. Так, смотрите. Внешне, что еще есть, какие отличия? Ну, понятно, что отверстие не там, где надо, размер не совпадает, кнопка включения-выключения. Ну, они абсолютно другие. Они только кажутся похожими на первый взгляд, но они абсолютно, ну, вообще другие наушники. Давайте же, наверное, их приконнектим, посмотрим, как они играют. Вставим в уши их. Они, кстати, уже включены. Вот эта кнопка, вы должны включить наушники и выключить наушники. Сейчас я выключу их. Задержал. Она мне сказала Power Off, как на обычных ТВС-ках. Да, кейс, конечно, такой себе. Тяжело достаются они. Так, этот наушник у меня выключен. Теперь я включаю наушник долгим зажатием на кнопку. Она сказала Power On. Теперь это тоже сказала Power On. По идее, они должны сейчас сконнектиться. Будет ли это происходить или нет, пока что неизвестно. Так, здесь никакой информации по заряду, по блоку зарядного я не вижу. Есть только небольшая инструкция и кабель микро USB. Смотрите. Микро USB. Инструкция у нас на английском. Точнее на китайском, и на английском есть хотя бы? Да, английский. Вот, они сказали только что connected, то есть вы видели, сколько времени понадобилось, что я их включил, и вот только сейчас connected. Так, в инструкции у нас сказано, что это модель i11 TVS. Так, у них идет 2-3 часа на время разговора. Время зарядки, полной зарядки 40-50 минут. Так, ну и все остальные данные, в принципе, ничего такого интересного здесь нету. Здесь еще показывают то, что батарейный блок здесь на 50 мАч. Ну, не знаю, сколько это, не могу честно сказать, насколько они выдерживают, но вы видите, как горят эти светодиоды, да? Так, смотрите, давайте мы сейчас подключим к мобильному телефону, который постоянно пиликает и мне мешает снимать видео. Звук там и отключим, наверное. Так, смотрите. Я беру обычный Android, это Huawei. Включаю Bluetooth. Заходим в Bluetooth, нажимаем включить. Вот так вот. И запускаем поиск устройств. Доступные устройства. Так, ищет. Он у меня автоматом начал к AirPods подключаться. Молодец. Так, а эти у нас найдет или не найдет? Так. Долго. Нашел какие-то наушники, но они вообще без имени, я даже не знаю, они это или не они. Давайте попробуем подключиться. Так, сопряжение. Да, это i11, и имя чуть-чуть попозже подтянулось. Женщина сказала connected, то есть все, наушники подключены без каких-либо сложностей. Ну, ничего, включили Bluetooth, нажали поиск устройств, нашли наушники. Только сначала вы их между собой должны сконнектить. Ну а теперь давайте зайдем на наш любимый YouTube канал IT-советник и посмотрим, послушаем звук какой-нибудь. Так, ну давайте последнее видео. Яркость есть. Так, ну музыка играет. Громкость. Что я могу сказать по поводу звука? В звуке ничего такого сверхъестественного нет. Звук, в принципе, самый обычный, дешевых наушников. Нету никаких сильно блатных басов, низких. Но, в принципе, громкость хорошая. Вы услышите и в метро, и в автобусе вам будет слышно. То есть, если вы берете себе эти наушники и вас не смущает то, что они реально больше, чем AirPods, ну, я, честно говоря, замечал, много школьников ходят именно вот с такими наушниками. То есть,
дешевыми. Оно видно прям, что это не AirPods. Но оно опять же видно, что это не AirPods только тем людям, которые знают, что такое AirPods и как бы сталкивались с ними, с более другими моделями. То есть могут немножко отличить и найти вот эту вот разницу. А тем, кто как бы не знает, и им просто нравится этот форм-фактор, то, что они открытого типа, и вы слышите все, что происходит вокруг, вам нравится, вот как оно выглядит, это все, то, пожалуйста, почему бы и нет. И если вам не важен качество звука, но вам важно то, что они стоят дешево, то, в принципе, рассмотрите этот вариант, почему бы, собственно, и нет. Так, а я хочу послушать, будут ли они играть в кейсе. Вот смотрите, я сейчас захожу в Telegram, запускаю какую-нибудь музыку, и мы послушаем, играют ли они по одному наушнику, а потом будут ли они играть именно через кейс. Так, заходим в музыку и запустим что-нибудь, какой-нибудь музончик. Есть тут вообще музыка? Так, в паблике с музыкой сложно найти музыку, интересно. Вот, я нашел музыку Imagine Dragons, запускаю ее. Так, пожалуйста, играй. Ну. Есть. Не рекомендую слушать на максимум. Сильно по ушам бьет. Но громкость хорошая, ребят. Громкость есть. Да. Басов не хватает, честно говоря, но громкости за глаза. То есть, теперь смотрите, мы берем левый наушник, достаем его. Ну, собственно, у нас ничего не произошло, ничего не выключилось. Теперь ложим его в кейс. Есть, положил в кейс наушник. Наушник, кстати, перестал играть. Это хорошо, потому что в некоторых наушниках они продолжают играть. Теперь ложим... Нет, давайте его достанем и послушаем, приконнектится ли он обратно. Пока ничего не произошло. Не знаю, нет, по-моему, наушник не коннектится. Приконнектился наушник, то есть музыка играет, все отлично. Это хорошо, слушайте, это действительно хорошо. Я его запихнул обратно. Нет, все, он продолжает играть, послушайте. То есть наушник играет прямо в кейсе. Теперь смотрите, мы ложим другой. Вот, смотрите, наушники лежат в кейсе. И они продолжают играть. Даже если я закрываю кейс, они все равно играют. Ну, это жесть, конечно. Но теперь смотрите, если вы хотите перестать их слушать... Господи, какой же страшный кейс. Вам нужно их тупо выключить. Нажимаем на кнопку. Все, она сказала Power Off. Этот, кстати, тоже выключился. Нет, этот продолжил играть. То есть один наушник может работать, это хорошо. У меня просто музыка переключалась. Один наушник может работать, а второй наушник будет заряжаться. Это плюс, то есть действительно это хорошо. Смотрите, итог такой, что наушники очень сильно отличаются от оригинала внешне, кейсом, звуком. Но, опять же, если вы смотрите наушники, которые вам нужны просто для прослушивания, например, музыки в транспорте, пока вы едете себе на учебу, или же, ну, не знаю, ходите просто с ними, и вы не хотите брать какие-нибудь другие ноунеймы, вы хотите что-то сильное, красивое, то почему бы и нет? Но, опять же, честно говоря, за такие деньги, мне кажется, ну, не стоит рассчитывать на что-то прям сверхкрутое, с классным каким-то звуком. Если у вас действительно такой маленький бюджет на наушники, то почему бы и нет? Они выполняют свою роль, скажем так, они играют музыку, по ним можно разговаривать, они в принципе симпатично выглядят, поэтому, но почему бы и нет, собственно. Друзья, если вам понравился обзор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. А если вам не понравился обзор, просто напишите в комментариях, что именно вам не понравилось, что нужно переделать и что бы вы хотели видеть на этом канале. Меня зовут Серветник Роман, канал IT-советник, домашняя атмосфера. Пока, друзья. Пока.